Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного аккаунта Facebook в CRM-систему GetCourse. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, в GetCourse вы сможете создавать новые заказы, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам, выбираем действие «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Теперь переходим к дополнительным настройкам. На этом этапе вам необходимо отметить галочками рекламные страницы, которым вы хотите предоставить доступ. Если у вас появится новая рекламная страница, то вам будет необходимо переподключить ваш аккаунт Facebook и на этом этапе отметить галочкой и ее, для того чтобы вы смогли работать с ней в дальнейшем. Я рекомендую сразу отмечать все рекламные страницы, для того чтобы в будущем иметь возможность с ними работать. На этом этапе вам необходимо оставить включенными все галочки доступа. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу. Если вы хотите получать данные по всем рекламным формам, оставляем «Да» подключать все текущие и новые формы. Если вы хотите получать лиды только по конкретным формам, выбираем их вручную. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из лидов. Если на этом этапе данных нет, попробуйте проверить, есть ли у вас полный админ доступ, например, для выгрузки лидов вручную. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем GetCourse. На этом этапе необходимо указать действие. Если при каждом новом лиде вы хотите создавать новую сделку, выбираем «Отправка сделок». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт GetCourse к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать домен и ключ API. Чтобы получить домен, переходим в личный кабинет GetCourse. Копируем домен из адресной строки без дополнительных символов. Для того, чтобы получить ключ API, вам необходимо перейти по ссылке, пример которой находится в нашей справке. Ссылка на справку также будет находиться в описании к этому ролику. Вместо «Ваш аккаунт» прописываем доменное имя вашего GetCourse. Далее при необходимости логинимся. Копируем API-ключ и вставляем его в соответствующее поле в сервисе Apex Drive. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля GetCourse для создания новой сделки. В эти поля вы можете назначить переменные из Facebook. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, для создания сделки
поле «Фамилия» является обязательным, поэтому если у вас нет данных для того, чтобы назначить что-то в это поле, вы можете прописать эти данные просто вручную. В этом случае каждый новый контакт будет создаваться именно с этой фамилией. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в GetCourse в качестве новых сделок при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в GetCourse». После успешной отправки переходим в личный кабинет GetCourse и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных GetCourse успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!